Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу поделиться с вами рецептом очень быстрого ганаша, черного ганаша, который всегда получается и буквально из 3 ингредиентов. Этот ганаш превосходно держит форму, он не растекается, он не является бетонным ганашем, но все равно форму он держит просто замечательно. Очень удобно украшать такого плана тортики таким ганашем. Ганаша уходит совсем немного. Я покажу сейчас все нюансы, на которые следует обратить внимание при приготовлении данного ганаша, чем его правильно окрасить. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, здесь я беру двойную порцию, потому что мне нужно было на 2 торта. 400 грамм шоколада, 200 грамм сливочного масла. Сейчас я иду все это растапливать на водяной бане. Внизу под видео я напишу на стандартную порцию на один тортик, то есть 200 грамм шоколада на одну порцию. Шоколад у меня 40% какао в данном случае. Вы можете брать более горький шоколад, то есть и 50, и 60% какао. Но шоколад с меньшим содержанием какао я не советую вам брать. 200 грамм сливочного масла на 400 грамм шоколада я добавляю и перемешиваю. Когда вот такие вот кусочки масла еще остались, я уже снимаю с водяной бани 50-55 градусов Цельсия. Здесь у меня натуральный краситель, оксид железа, жирорастворимый порошковый краситель. Буквально вот на такое количество огромное ганаша нужно будет всего где-то 5 грамм. Он продается, такой краситель, во всех кондитерских магазинах. И сейчас, когда я перемешала краситель с ганашем, я добавляю туда 200 грамм сливок, охлажденных прямо из холодильника. Сливки для взбивания, не менее 30% жирности. Видите, я все перемешала без всяких дополнительных добавлений красителя. И здесь температура уже готового ганаша у меня 28 градусов. Ей очень удобно работать и комфортно будет при нанесении на торт. Здесь торт у меня сникерс с прослойкой безе. Торт я только что достала из холодильника, он очень и очень холодный. Торт 20 сантиметров в диаметре и 10 в высоту. На подобный торт, на украшение подобного торта ганашем вот таким, хватает буквально 300 грамм ганаша. Сейчас я все это распределяю, такое черновое как бы выравнивание делаю. Здесь я еще раз повторяю, мне еще нужно было на торт вулкан, вот этот черный ганаш, и я поэтому его оставила. Этот ганаш прекрасно хранится в холодильнике, в герметичном контейнере, потом его также можно разогреть на водяной бане, либо же в микроволновке импульсами. Сейчас он у меня постоял буквально 10 минут в холодильнике, этот тортик, и я из кондитерского мешка наношу уже второй слой ганаша вот таким образом, то есть где-то выборочно, не весь торт я полностью покрываю, а так, чтобы сейчас уже сделать финишное выравнивание. То есть делается это очень просто, делаю обычной стальной линейкой. И еще раз хочу повторить то, что именно краситель я всегда разбавляю в теплом, очень соединение масла и шоколада, потому что чем теплее температура, тем интенсивнее становится краситель. И здесь вот такие вот какие-то сколы, дырочки небольшие я отдельно также прохожусь из кондитерского мешка и выравниваю. И в принципе уже тортик у меня готов. Здесь я не выравнивала так прям идеально, потому что мне нужно было его еще покрыть слегка вот брызгами из кондурина. Где-то космический дизайн можно также делать. Здесь я взяла кондурин, развела его в водке, кисточку вот так оттягиваю пальцами и просто брызгаю на торт. Делается это очень просто и быстро. Водка моментально испаряется, и у нас просто золотой блеск остается на тортике. Здесь я также отсаживаю основание для шаров, шары из кондитерской глазури. Есть подробнейшие видео на моем канале, как их сделать. И вот такой торт у меня получается. Ссылку на приготовление шаров из кондитерской глазури я оставлю вам в описании к данному видео внизу. 300 грамм ганаша уходит на подобного размера тортик. Все еще раз напишу вам в описании. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.